Здравствуйте, друзья! Правдивые сказки прошлого. Невероятно, но это чистая правда. Персонажи наших любимых детских сказок существовали на самом деле, точнее, их реальные прототипы. Так же, как и мы с вами, они слушали в детстве сказки и даже предположить не могли, что сами станут героями новых волшебных историй, превратившись из обычных людей в Белоснежку и Пиноккио. Пиноккио, он же Буратино. Пиноккио, оказывается, не только жил себе да поживал в своей Италии, но и на самом деле ходил на деревянных ножках, кушал деревянными ручками и имел самый настоящий деревянный носик. В 2001 году группа британских ученых совместно с итальянскими коллегами из антропологического общества Академии наук исследовали старое кладбище близ Флоренции и Пизы. И каково же было их удивление, когда неподалеку от могилы великого итальянского сказочника Карло Колоди они натолкнулись на едва уцелевший надгробный камень с надписью «Пиноккио Санчес». Удивившись невероятному совпадению, господа ученые решили провести экспертизу, дабы окончательно подтвердить или опровергнуть существование прототипа сказочного персонажа. Для этого было получено разрешение на эксгумацию тела и приглашен самый авторитетный хирург-эксгумолог Джеффри Фикшн. Вскрытие и архивные записи оживили давно забытую историю, которая произошла незадолго до рождения автора сказки о Пиноккио. На дворе стоял 1760 год, когда в самой обычной и небогатой семье Санчесов на свет появился младший ребенок. Младенца нарекли Пиноккио, кедровый орешек в переводе с итальянского. Мальчик жил, как и все его сверстники, резвился и бегал по узким улочкам Флоренции. А когда садился за обеденный стол, мать, пододвигая ему полную тарелку, заботливо напоминала: «Не будешь есть кашу – никогда не вырастешь». Но сколько бы ни ел Пиноккио, он по-прежнему смотрел на друзей снизу вверх и походил больше на маленького ребенка, чем на взрослеющего отрока. Если бы Пиноккио был нашим сверстником, то врачи бы давно поставили пациенту диагноз – нанизм. Это, как пишут в медицинских справочниках, патологическое состояние, характеризующееся аномальной низкорослостью. У мужчин ниже 130 сантиметров. Тем не менее, Пиноккио отправился вместе с отцом на войну. Италия в то время боролась за свою независимость. Военная карьера Пиноккио длилась 15 лет, после чего он вернулся на родину абсолютным калекой. В бою он потерял руки и ноги, а тело было жестоко изувечено. Но судьба оказалась благосклонной к карлику. Случай свел Пиноккио с медиком-чудотворцем Карло Бестульджи, который и стал для него сказочным папой Карло. О Бестульджи говорили, что он продал душу дьяволу, но малыша Санчеса это не испугало. Врач изготовил для пациента деревянные протезы рук и ног, а также специальную деревянную вставку на место ампутированного носа, подарив Пиноккио вторую жизнь. Вот так, будучи по существу поленом без рук и ног, человечек ожил и отправился покорять театральные подмостки. Карлик с деревянными конечностями напоминал живую куклу-марионетку и пользовался большим успехом на ярмарочных представлениях. Балаганный театр стал для Пиноккио и домом, и могилой. Исполняя один из трюков, Санчес размозжил себе голову, и тут был бессилен даже маг и кудесник Бестульджи. А в один прекрасный день, уже значительно позже, малоизвестный писатель Карло Колоди, оставшись без наличных в карманах, вынужден был воскресить в своей памяти рассказ бабушки о деревянном карлике и написать сказку о Пиноккио, начав повествование словами: «Жил-был не король, а кусок дерева, обыкновенное полено». Гномы и Люгенбарен. Немцы люди дотошные и обожающие идеальный порядок во всем, включая сказки. Братья Гримм подарили бюргерским детям волшебный мир, населенный принцами и принцессами, а профессор Экхарт Зандер потратил 4 года на создание книги «Белоснежка. Мифы и реальность», в которой четко расставил по местам персонажей сказки и их реальных прототипов. Оказывается, в 16 веке в местечке Бад Вилгунден жила-была графиня Маргарет фон Вальдек, славившаяся своей небывалой красотой. Слава о ней дошла и до Испании, где в то время правил король Филипп II, пленившийся неземным образом графини. Вот только роль злой мачехи в этой истории сыграла испанская тайная полиция.
Пока Филипп II предавался любовным мечтаниям, его подданные, заботясь об имидже и положении своего государства на политической арене Средневековья, добрались до графских угодий в Бад-Вилдунгене и отравили красавицу Маргарет, как ту самую Белоснежку. Что касается гномов, то они работали на медных рудниках родного брата Маргарет. Их прототипами стали дети, ворочавшие камни и долбившие землю по 12-15 часов в день. Тяжелые условия и постоянное недоедание делали из малышей сгорбленных, истощенных коллег, которые в большинстве своем не доживали до собственного совершеннолетия. Как же они все-таки не похожи на милых и добродушных лесных жителей. Разоблачив Белоснежку и гномов, профессор Зандер добрался и до отравленного яблока. Я выяснил, что в Бад-Вилдунгене жил человек, который на самом деле знал, как можно сделать яблоки отравленными или, по крайней мере, очень горькими. Оказалось, что он раздавал горькие яблоки детям, чтобы они не лазили к нему в сад. Скорее всего, братья Гримм, путешествуя по Германии, отыскали в местном фольклоре несколько романтических историй и скроили из них волшебную сказку, которая, по сути дела, является глубоким историческим произведением, наполненным большим количеством конкретных фактов. Пресловутый барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен – еще более конкретный персонаж. Самая правдивая история жизни короля лжецов такова. Он имел честь родиться 11, а вовсе не 32 мая 1738 года. Его предками были доблестные рыцари, участвовавшие в крестовых походах. В 14 лет Мюнхгаузен прибыл в Россию вместе со своим дядюшкой и поступил на военную службу корнетом в Брауншвейгский драгунский полк. Служил он долго, потихоньку делал карьеру, пережил несколько государственных переворотов, но в конце концов решил вернуться на родину и вести спокойную жизнь уездного аристократа. Тем более, что барону досталось наследство в родном Боденвердере, близ Ганновера. Обосновавшись с женой в Нижней Саксонии, Мюнхгаузен зажил вольготно и счастливо, так как когда-то мечтал в далекой и холодной России. После удачной охоты он обязательно созывал всех своих друзей на ужин и за кружечкой доброго хмельного напитка травил небылицы, клятвенно заверяя, что все, о чем он рассказывает, было на самом деле. То поведает о коне, которого он, увязнув в русских снегах, привязал к шпилю колокольни, то расскажет, будто в России водятся зайцы, за которыми не может угнаться даже самая быстрая гончая, потому что у этих ушастых есть 4 запасные лапы на спине. То ли кто-то решил просто посмеяться над разговорчивым бароном, то ли имел на него зуб. Но в 1781 году в Германии вышел альманах «Путеводитель для веселых людей». В нем было 16 рассказов-анекдотов остроумного господина М.Х.З. На. С тех пор прозвище Люгенбарон, барон-лжец, навсегда приклеилось к гордой фамилии Мюнхгаузена. Он замкнулся, потерял былую веселость и жизнерадостность, обнищал и навсегда спрятался от посторонних глаз в своем фамильном особняке. Литературная овсянка, сэр. Жители Туманного Альбиона оказались куда прагматичнее. Никаких волшебных превращений, добрых фей и заколдованных принцесс. Англичане с разных лет воспитывали юное поколение доблестными балладами о Робин Гуде, в которых была только горькая правда о тяготах жизни, непомерных налогах и социальной несправедливости, царившей в английском обществе эпохи раннего Средневековья. Существовал ли Робин Гуд вместе со своей бравой ватагой на самом деле? К этому вопросу с научной точки зрения подошли еще в XVIII веке, а уж в XXI набралось более десятка вполне обоснованных гипотез и теорий. И их авторы склонялись к тому, что принц воров действительно жил в Англии в окрестностях Шервудского леса в первой четверти XIV века. Гуды были обычными крестьянами, мать вела хозяйство, отец работал на мельнице, и молодому Робину наверняка была уготована спокойная деревенская жизнь. Но английская земля стала сотрясаться от грозной поступи поработителей норманнов, которые сожгли родное селение Гуда-младшего. Оставшись без крыши над головой, люди ушли в леса, где стали создавать нечто вроде партизанских отрядов. Предводителем одного из таких формирований и был доблестный Робин. Чтобы прокормиться, партизаны стреляли дичь, а она, согласно указу, принадлежала королю. Из-за убитого зайца незадачливому охотнику могли запросто отрубить руку, а умерщвленный олень отправлял браконьера прямиком на виселицу. Вот так и попал славный воин-освободитель Робин Гуд в списке особо опасных преступников Англии. Далее смотрите тексты баллад, там все в общем-то правдиво.
Похоронен народный мститель на древнем кладбище Кирклийского аббатства. Эпитафия, высеченная на староанглийском языке, которую расшифровал Томас Гейл, гласит: «Здесь, под этим небольшим камнем лежит Робин. Не было лучника искуснее его, и люди звали его Робин Гуд. Целых 30 лет и даже более сражался он с преступниками в северных землях, хотя сам вместе со своими людьми был вне закона. Такого, как он, Англия никогда не увидит вновь». Если с Робином Гудом все более-менее понятно, то другие персонажи баллад – литературно-историческая сборная солянка. Ученые пришли к выводу, что возлюбленная Мэрион жила несколькими столетиями позже и перебралась в сказания о Робине из французских повестей и романов. Вероятно, романтики того времени подумали, а почему бы не познакомить холостяка-разбойника с благородной красавицей, ведь они могли бы составить неплохую пару. Друзья Робина Гуда, малыш Джон и монах Тук, тоже познакомились со своим литературным вожаком только после своей реальной смерти. Причем обоих при жизни язык бы не повернулся назвать положительными героями. В 1784 году в Хейзер-Сейдже вскрыли предполагаемую могилу малыша Джона и обнаружили скелет очень высокого человека. Судебные и архивные хроники сообщают, что это был жестокий убийца, за которым долгое время гонялась чуть ли не вся армия Англии. Да и добродушный весельчак монах Тук оказался злостным нарушителем законов, как божьих, так и земных. Согласно все тем же архивным записям, Тук действительно был священником Линдфильдского прихода в графстве Сассекс. Его настоящее имя Роберт Стаффорд. После того, как его уличили в грабежах и убийствах, горе-монах пустился в бега под именем Тука. В 200 милях от Шервуда он организовал шайку и зарабатывал на жизнь банальным разбоем. Вот так, намешав все исторические события и происшествия в одну классическую кашу-овсянку, англичане получили увлекательную и захватывающую историю о доблестном разбойнике Робин Гуде, который к плечу со своими не менее благородными товарищами по оружию грабил богатых и раздавал золото бедным. Что же касается России-матушки, то в литературе и истории нашего с вами государства столько белых пятен, что ученым и исследователям просто не досуг браться за такое авантюрное дело, как доказательство существования Сивки-Бурки или поиски прототипа царевны-лягушки. Нашу историю всячески замалчивают и стирают. Автор статьи Елена Сергеева. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.